Сегодняшний гость из Поднебесной — это геймпад Datafrog S80. Как минимум такая маркировка усажена на наклейке сзади корпуса. На AliExpress же он обычно продается как геймпад беспроводной незаметно срать в подъезде. Дизайном и функционалом S80 заточен под использование с Nintendo Switch и представляет собой дешевую копию Pro Controller. Чтобы воспринимать дальнейший обзор данного геймпада правильно, стоит сразу уточнить, что его цена в разделе Choice на AliExpress менее чем $8. Именно за эти деньги он мне и достался. Поставляется S80 в серой коробке без особых отличительных знаков производителя. Туда геймпад просто положили в пакетики вместе с кабелем и инструкцией. Пластик, из которого сделан геймпад, достаточно низкого качества, но к сборке особых претензий нет. Раскладка основных кнопок нинтендовская, нанесена грубой гравировкой. От режима подключения она не зависит, но в любом из режимов раскладку можно быстро заменить на боксовую и обратно комбинацией кнопок Capture и R3. Основные кнопки немного выпуклые, но по ощущениям все же больше похожи на плоские кнопки геймпадов Sony. Под крестовиной и основными кнопками находятся резиновые мембраны. Крестовина, кстати, отличная, она вообще не диагоналит, а также достаточно приятно и отзывчиво нажимается. Для особо извращенных пользователей существует возможность свапа функции левостика и крестовины комбинацией кнопок Capture и L3, что на самом деле достаточно полезная фича. Функциональные клавиши, а также R by LB выполнены на микропереключателях с очень кратким ходом. Курки на S80, как и в оригинальных геймпадах Nintendo, это обычные кнопки, поэтому возможность поиграть с ним в полноценные гонки, например, а не вот это вот недоразумение, сразу отпадает. Они не щелкают, срабатывают на половине нажатия и по ощущениям отклоняются пружинками. На тыльной части геймпада находятся кнопки управления вибрацией и подсветкой, кнопка паринга, а также два программируемых лепестка, которые щелкают как кнопки дешевой мышки. Всего имеется 3 режима подсветки, в каждом из которых присутствует 8 цветов и 3 уровня яркости. Переключается цвета кнопкой подсветки, а режимы ее комбинацией с кнопкой плюс. Подсветка выглядит неплохо, но есть некоторые претензии к яркости зеленого индикатора режима подключения, который бесполезно садит аккумулятор и выжигает глаза. Для вибрации, в отличие от Pro Controller, используется стандартная система из 2 моторчиков с грузиками разного размера. Сила вибрации регулируется в 4 позициях, вплоть до полного ее отключения. Функция турбо также присутствует, а вот считывателя Amiibo в данном геймпаде нет. Сразу стоит отметить, что плавность хода стиков у данного геймпада просто отличная. Они не издают мерзких звуков при отклонении с нулевой позиции, не хрустят, не щелкают и практически не трутся во время отклонения. Форма грибков идеальная. Материал покрытия дает отличное сцепление с пальцами. Но стики очень короткие, из-за чего контролировать их наклон достаточно сложно. По этой же причине не получится использовать накладки. Короче говоря, в плане физических ощущений от использования стиков все хорошо. В плане же позиционирования со стиками все очень печально. На отклонение стики реагируют неплохо, но прилипание к осям просто ужасное. С такими стиками можно забыть о существовании шутеров. Даже некоторые обычные действия в определенных играх с ними будет выполнить затруднительно. Но опять-таки это геймпад за $8, и требовать от него хорошие стики было бы глупо. Тест окружности стики проходят на удивление идеально, что вместе с прилипанием к осям вызывает у меня некоторые подозрения. Вероятнее всего, проблема мертвых зон у этого геймпада связана именно с прошивкой. Идеальный тест окружности показался китайцам гораздо важнее отсутствия прилипания к осям, но бунтовать и просить выпустить нормальную прошивку на этот раз не у кого. Геймпад OEM продается под разными названиями, имеет кучу ревизий вендоров, а Datafrog это не более чем один из них. Геймпад можно подключать через Bluetooth в разных режимах, а также по кабелю в режиме X-Input. При подключении комбинации B плюс Home горят 2 средних светодиода, и геймпад определяется как Xbox Wireless Controller. Шаг стига при таком подключении к ПК около 3000, что дает 333 позиции на ось. К мобильным устройствам этой комбинации клавиш геймпад тоже подключается и работает по обычному протоколу X-Input. Но что на iPhone, что на Android разрядность стиков заметно страдает, и шаг возрастает практически к 1/100. Почему так, мне непонятно. При подключении кнопкой паринга на тыльной стороне геймпада все светодиоды мерцают поочередно, а после начинает гореть первый светодиод. Скорее всего, индикатор номера игрока. И сам же определяется как Pro Controller с рабочим гироскопом, кнопкой Capture и Home. После каждого подключения, кстати, обязательно нужно сделать несколько полных оборотов стиков для их центрирования. Точно вычислить разрядность стиков в режиме Pro Controller у меня не получилось, так как в геймпад тестере цифры постоянно дрожат, хотя положение точки отклонения на круге при этом не меняется. По ощущениям, разрядность остается прежней. После калибровки гироскопа на уровне прошивки, которая выполняется нажатием кнопок Home и минус, а чуть позже кнопки плюс, гироскоп работает приемлемо. С его помощью можно целиться, но в состоянии покоя он все же дрожит и прицел куда-то пытается уплывать. По моему личному опыту от гироскопов китайских геймпадов ждать чего-то лучшего даже не стоит. К мобильным устройствам этой же кнопкой геймпад подключается тоже как Pro Controller, но как и в прошлом случае разрядность стиков заметно страдает.
При подключении комбинации A плюс Home горят первые два светодиода, и геймпад определяется как геймпад. Подключаться к ПК в таком режиме геймпад отказывается, ссылаясь на ошибку драйвера, а вот к Android в таком режиме геймпад подключается как проприетарное D-input устройство. Итого, геймпад по Bluetooth можно подключать в режимах X-Input и Pro Controller к Windows, Android и iOS, а также в режиме D-Input к Android. Конечно же, подключаются геймпады к Nintendo Switch. В инструкции указано, что он даже пробуждает ее кнопкой Home, но проверить данную информацию лично я не могу по причине отсутствия у меня данной консоли. Выключается геймпад во всех случаях либо кратким нажатием кнопки паринга, либо удержанием кнопки «Домой». Также геймпад отключается автоматически спустя 5 минут отсутствия активности. Без башку этого геймпада за неделю использования я не наблюдал. Настройки подсветки, вибрации и задних лепестков сохраняются. Геймпад быстро подключается к последнему устройству после выхода из сна и стабильно держит соединение. Но вот переключение раскладки и свап функций левого стика и крестовины сбрасываются после каждого выключения. На одном заряде с выключенной подсветкой и вибрацией геймпад работает приблизительно 20 часов. Под конец ролика я вроде как должен сделать какой-то краткий вывод по этому геймпаду и выразить свое личное мнение насчет того, рекомендую ли я его к покупке. Но я затрудняюсь прийти к чему-то однозначному. В конкретном моем случае мне нужен был отдельный геймпад для смартфона, который я использовал бы в эмуляторе Game Boy Advance. Предо мной стоял выбор покупки брелка от 8-bit Do за $15, либо данного геймпада за 8. Я в своем решении взять более функциональный геймпад, который я могу дополнительно использовать еще и в эмуляторах 3DS, PSP и Nintendo Switch, при этом еще и сэкономив денег, я ни разу не пожалел. И если рассматривать данный геймпад к покупке именно в том кейсе, в котором его использую я, как второй геймпад для каких-то определенных целей, где стики и курки не играют важной роли, за свои деньги S80 просто идеален. Не стану утверждать, но вполне вероятно, что и в случае с Nintendo Switch данный геймпад являлся бы неплохой покупкой. Если же рассматривать SAPS как единственный и основной геймпад для полноценных игр на десктопе, где превалируют шутеры, гонки, экшен-RPG, отсутствие аналоговых курков и заметное прилипание стиков к осям S80 могут стать серьезной проблемой. Стоит ли Datafrog S80 своих денег? Определенно. А вот стоит ли его покупать, зависит уже от конкретного сценария использования.